Сегодня я покажу вам лучшие настройки для повышения FPS в новом сезоне Fortnite. Также мы оптимизируем Windows, настроим игру, чтобы максимально увеличить FPS и получить наименьшую задержку в игре. Как же невозможно играть в Fortnite с высоким пингом? Давайте это исправим. Наступил новый сезон в Fortnite. Что нужно сделать в первую очередь? Правильно, избавиться от лагов и скачков пинга в самый неподходящий момент. В этом нам поможет Gear Up Booster. Это сервис для улучшения производительности сети в играх. Данная программа уменьшает задержку, предотвращает потерю пакетов и стабилизирует сетевое соединение для игроков на международных серверах. Важно отметить, что программа не влияет на игровые механики, а занимается именно оптимизацией соединения с серверами. Соответственно, за нее не банят. Многие проигроки, такие как Туз и Шура, тоже ее используют. Также у Gear есть возможность переключения серверов для улучшения соединения. Gear Up Booster сделает все возможное, чтобы ваше сетевое соединение стало стабильным. И самое главное, простота использования. Всего одним кликом вы можете ускорить игру, и вам ничего не нужно настраивать. Напишите в комментариях, насколько вам удалось снизить пинг. Получилось ли у вас меньше, чем у меня? Очень интересно узнать. Попробуйте Gear Up, чтобы побеждать и улучшать результаты игровых сессий на любых переполненных серверах. Ссылка на Gear Up в описании под видео. Ну а теперь переходим к настройке Fortnite. Открываем Epic Games, нажимаем на иконку своего профиля, заходим в настройки, находим раздел с уведомлениями и выключаем их полностью. Спускаемся вниз, обязательно отключаем установку во время игры. Далее переходим в библиотеку, находим Fortnite, нажимаем на три точки и выбираем настройки. Снимаем галочку возле Fortnite сражение с бурей, если вы не играете в PvE. Это освободит память на вашем диске. Отключаем текстуры высокого разрешения. Они делают игру красивее, но сильно влияют на FPS. Также включаем DirectX 12. Так как он нам не нужен, мы будем использовать режим производительности для повышения FPS. Обязательно включаем предзагрузку транслируемых элементов. Это позволит не нагружать наш ПК на скачивание скинов во время игры. При активации этой функции все скины будут загружены заранее, до запуска игры. После чего нажимаем «Применить». Снова нажимаем на три точки, переходим в управление, включаем параметры запуска и начинаем вводить следующие команды. Все команды я оставил в описании под видео. Первая команда запускает принудительное использование при запуске игры всех доступных ядер процессора. Это может значительно ускорить FPS Fortnite. Команда No Splash отключает стартовую заставку. Следующая команда High запускает игру в высоком приоритете. И последняя команда запускает игру на минимальных настройках движка. После того, как ввели все команды, не закрываем это окно, переходим в корневую папку с игрой. Открываем папку Fortnite Game, Binaries, Win64, находим файл fortnitelauncher.exe, кликаем по данному файлу правой кнопкой мыши, переходим в свойства, открываем раздел совместимость и ставим галочку возле «Отключить оптимизацию во весь экран». Важно, если вы являетесь стримером, то не советую вам это делать, так как OBS может просто не захватить вашу игру. Но если вы обычный геймер, как и я, то обязательно ставим галочку. Следующий шаг очень сильно поможет вам поднять FPS в игре Fortnite. Спускаемся в описание и скачиваем утилиту Booster X. Она поможет нам оптимизировать Windows, избавиться от лагов и понизить задержку в играх. Запускаем утилиту, нажимаем «Начать оптимизацию». Выбираем эксперт меню, можем отключить обучение. Переходим в раздел «Базовые настройки» и начинаем выставлять следующие параметры. Отключаем акселерацию мыши, назойливые уведомления защиты, автообновление драйверов при запуске системы, работа UVP приложений в фоне, автообновление карт, автообновление приложений магазина, прозрачность Windows, внешний вид ставим на оптимальное. Следующая настройка — это Game Bar. Это функция, которая позволяет записывать игровые моменты, видео и прочее. Если вы этим не пользуетесь, то рекомендую отключить. Следующая настройка — это MPO. Это технология, используемая в Windows для оптимизации процесса отображения видео на экране. Данная технология работает плохо и влияет на производительность, поэтому отключаем ее. Индексация – это функция, которая позволяет быстро находить файлы и папки при поиске.
Если вы редко пользуетесь поиском, то советую отключить данную функцию. Далее отключаем SysMain, защитник Windows и Smart Screen также отключаем, так как антивирус постоянно работает в фоне и нагружает систему. Отключаем Brandmauer и обновление Windows. Контроль учетной записи тоже выключаем. Ускорение запуска и фоновая работа Edge рекомендую тоже отключить, чтобы на фоне постоянно не висели процессы браузера Edge. Итак, мы выполнили базовые настройки. Теперь переходим в раздел «Панель NVIDIA». Как вы могли заметить, в этой утилите собраны все настройки, которые позволяют оптимизировать полностью весь твой компьютер. Тут мы просто жмем «Оптимальное», и программа сама выставит все настройки для оптимизации вашей видеокарты. Заходим в следующий раздел «Электропитание». Включаем возможность импорта POV файлов. Гибернацию отключаем. Если у вас ПК, отключаем Power Throttling. На некоторых ноутбуках отключение может вызвать фризы. Спускаемся вниз, находим максимальная производительность и жмем импорт. Переходим в раздел выпиливания. Здесь мы удаляем все ненужные программы, которые установлены на нашем компьютере. Далее заходим в раздел очистка. Здесь мы будем очищать весь мусор и кэш, который хранится в нашей системе и тем самым замедляет производительность. Жмем на кнопку «Очистить все». Тут также есть дополнительная расширенная очистка, которая позволяет очищать весь кэш и мусор с различных приложений и даже игр. Как вы можете заметить, у меня показывает 42 гигабайта мусора. Чтобы воспользоваться данной функцией, нужна Pro-версия данной программы. У меня она, кстати, есть. Помимо расширенной очистки, Pro-версия также дает вам возможность получить все функции данной утилиты. Например, углубленные твики системы, автобезопасная уборка автозагрузок и даже встроенная нейросеть Twix AI помощник, которая поможет решить любую проблему или даст ответ на любой вопрос. Например, если у вас на компьютере перестал работать микрофон или пропал звук, то вы просто вводите запрос и получаете готовые решения проблемы. Также Pro-версия дает множество других скрытых функций. В общем, если вы хотите прям максимально оптимизировать свой ПК, то можете приобрести себе Pro-версию Booster X. Теперь переходим в раздел «Приватность». Жмем на максимум, чтобы программа сама выставила все необходимые настройки. Далее заходим в раздел «Твики». Тут мы нажимаем на кнопку «Оптимальная». Переходим в следующий раздел «Автозагрузки». Здесь мы отключаем все ненужные приложения, которые запускаются при старте компьютера. После того, как мы выполнили все настройки и оптимизировали Windows, нажимаем «Применить». Ждем, пока все настройки применятся. И нажимаем «Перезагрузить ПК». Запускаем Fortnite, начинаем выставлять настройки игры и графики. Нажимаем на свой профиль, открываем настройки. Игровое окно обязательно ставим полноэкранный режим, чтобы игра работала быстрее. Разрешение выставляем максимальное, исходя из вашего монитора. Вертикальную синхронизацию мы отключаем, чтобы получить максимум кадров. Лимит частоты кадров ставим без ограничений. Режим отрисовки выбираем производительность. Данный режим значительно повышает FPS. Яркость выставляем на свой вкус. Я ставлю чуть больше 100%, чтобы лучше видеть в темных уголках карты. Контраст интерфейса не трогаем, пусть стоит по стандарту 1x. Режим цветовой слепоты можете выбрать на свой вкус. Это цветокоррекция картинки, я лично не использую никакие фильтры. Эффект параллакса пользовательского интерфейса отключаем, чтобы не нагружать нашу видеокарту. Разрешение 3D выставляем на 80%, чтобы картинка не сильно страдала, ну и не нагружала нашу видеокарту. Расстояние прорисовки ставим большое, чтобы видеть врагов вдалеке карты. Качество текстур выставляем на низкое, чтобы получить как можно больше FPS. Качество сеток выставляем тоже на низкое, чтобы сосредоточиться на игровом процессе и повысить производительность. Далее включаем счетчик частоты кадров, чтобы мы смогли увидеть количество FPS. Отправка статистики быстродействия мы отключаем. Далее заходим в раздел «Звук». Качество звука ставим на низкое. Включаем 3D наушники, чтобы хорошо слышать звуки. Также включаем визуализацию звуковых эффектов. Так мы будем видеть на экране обозначение шагов врага или выстрела. Переходим в следующий раздел. Регион подбора игроков ставим «Авто», чтобы игра сама нас подключала к серверу с самым низким пингом.
Далее отключаем контекстные подсказки, если вы не новичок, чтобы вас не отвлекали всплывающие подсказки во время игры. И полностью отключаем запись повторов. Заходим в следующий раздел. В параметрах интерфейса включаем статистику для откладки задержки и сетевой откладки, чтобы мы смогли отслеживать свой пинг. После того, как мы выставили все настройки, нажимаем «Применить». Теперь давайте обновим драйвера своей видеокарты. Новые версии драйверов помогут устранить различные проблемы, связанные с игрой, и сделать ее работу более оптимизированной. Заходим на сайт для загрузки драйверов. В описании я оставлю ссылки для AMD и Nvidia. Выбираем свою видеокарту и операционную систему. Тип загрузки обязательно ставим Game Ready. Нажимаем на поиск и скачиваем свеженький драйвер, после чего устанавливаем его. А пока устанавливается драйвер, я хочу рассказать вам, как можно быстро и легко повысить FPS в играх. Специально для вас я собрал целый пак оптимизации, который включает в себя все необходимые твики, настройки и программы, которые помогут оптимизировать вашу систему и увеличить FPS в ваших любимых играх. Более 300 человек уже повысили свой FPS. С помощью моего пака можно оптимизировать Windows, процессор, видеокарту, оперативную память, клавиатуру, мышь и даже интернет. А если вы новичок и вам сложно разобраться с настройками, то я для вас записал полноценный гайд, который поможет вам пошагово настроить и оптимизировать свой компьютер. Ссылку я оставлю в описании, пользуйтесь на здоровье. А мы переходим к следующему шагу. Открываем пуск, заходим в параметры, переходим в раздел «Система», «Дисплей», «Графика», жмем «Обзор», переходим в папку с игрой Fortnite, открываем папку Fortnite Game, Binaries, Win64, находим файл Fortnite Launcher и добавляем. Далее нажимаем на параметры, выбираем высокая производительность и жмем «Сохранить».